Всем здорово, это канал Павлик ЕКБ. Мы продолжаем Gran Turismo Sport. В прошлый раз 32-е задание мы сдали на золото. Осталось, я так понимаю, раз 66% пройдено. Еще 16 заданий. Так, ну чё, погнали. 33-е. Торможение в повороте. Ягуар. Подгрузимся, подзагрузимся. Честно сказать, вот из 5-бальной шкалы, пока на троечку. Графика, да, все красиво. Поведение машины, все хорошо. Интерес пропадает у меня, потому что очень быстро все сдается. У меня нет вот этого соревновательного рефлекса. А может, кстати, я поставил любителя, а если бы я эксперта поставил, может бы тут время поменялось? Что-то как-то я сомневаюсь. Ну погнали, Ягуар. Так, торможение в повороте, да? У нас тут колеса уже горят. Так, 150. Что-то подгазовать надо было, очень слабенько как-то вышел из поворота. Один хер успел на золото. Кто знает. Если сдаешь на эксперте, время меняется? Или время остается такое же, просто на машине потяжелее чуть-чуть ездить? Я вот вообще уже думаю, надо было эксперта ставить. Так. 34-е задание. Ох ты, наконец-то дали тачку, вон, модную. Кстати, опять же вернемся к первой плойке. Там была куча японских автомобилей превосходных. Subaru, Mitsubishi, там Subaru Legacy. Ух, как мне нравился, универсальчики всякие. Тут чисто элитные какие-то суперкары и маленькие женские автомобили. Ну, мужики тоже любят маленькие автомобили. Но если бы машина бы ела литра 4, 3,5 на сотку, я бы тоже ездил на маленьком автомобиле. Прошлый шестой, да, Gran Turismo, там 1000 машин всяких разных было. Так, что-то я рано тебя тормозить начал, да? 1000 машин, а тут, по ощущениям, вообще мало автомобилей. Что-то читал я там, штук 150, 160, что ли, не больше. Это большой минус. Большой минус создателям Gran Turismo. Машин должна быть масса. Смотри, синхронно, поздно тормозить начал, синхронно приехали. Давай, разгоняйся. Что-то есть подозрение, что где-то все-таки я подзависну. Вот, хорошо, мы вышли. Не хватает, а? Так, ну Ламбо ты мне уже начинаешь не нравиться. Я не сдаю на тебе с первого, со второго, с третьего раза. Так, мы едем уже на попытка 5-я. Как же на тебе оттормаживаться-то правильно? А вот смотри, сейчас должно хватить, я думаю. Вообще вровень. Золотой шар. Иди сюда. Ну такое себе. Быстро все равно.
Так, 35-е задание, погнали. Первую серию у меня забраковали. Нашли какой-то аудиотрек. Хотя это игра. Пришлось вырезать там кусок. Вторую серию тоже забраковали. Вот неохота мне кусками вырезать. Но вырезать, наверное, что-то придется. Вообще склоняюсь к тому, что может музыку выключить. Но без музыки что-то как-то совсем скучно будет, мне кажется. Давай новую попытку. Все равно едешь в тачке, слушаешь музыку. Слушай, я что-то вообще ощущаю себя черепахой. Тут Dodge Viper вообще не такой. Он не это... Как объяснить-то? Не начинает стартовать в повороте. Короче, я сейчас думаю, там все захейтят, скажут, а ты не на эксперте ездишь, тебе там помогает компьютер. Вот это я выскочил хорошо. И Dodge Viper какой-то не такой. Не, слушай, вот это первое задание, которое я смотрю, я сильно не достаю до времени, которое надо. Поменять траекторию, попробовать. Ага. Понятно. Траектория. Обдумывайте сопряжающие повороты. Ну ты смотри-ка, 51 сотую не хватило. Так, короче, из широкого радиуса на втором повороте залетаем прямо в это, во внутренний. Ну чуть-чуть побыстрее. Вот этот первый поворот надо пройти. Вот как-то так. Выходим на широкий и сразу на внутренний. Ага, широко взял. Широко взял я тебя. Короче, сегодня школа вождения, походу, может ограничиться и 8. Вот что-то начал я подзастревать. Вот идеально сейчас прошел. Давай. Ну, все, хорош. Полсекунды, прикинь, срезал. Полсекунды. Это очень много для гонок. Ты смотри, 6-й уровень. Вот надо какой-то 777 уровень. Тогда, наверное, будешь богом Гран-туризма. Так, движуха вниз по склону. Это что у нас? Mercedes-Benz SLS AMG. Группа 4, наверное, GR Group 4. Слушай, а там серьезно трасса-то длинненькая. Ну-ка, погнали, посмотрим. Ох ты, какая корыто нормальная. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Понятно. Я, короче, думал, тут чисто такая трасса, как мы на Бэхе тогда ехали. Что тут сбавлять особо не надо, а тут, смотри, оттормаживаться надо даже.
ёпта, я вообще не понимаю, как этот поворот проходить. Сразу, что ли? А, ну вот тут, смотри, следы от тормозов. А, давай посмотрим трассу. Так, тут что, поворот? Ага, понял. Ну я так, это, в прогулочном темпе еду. И прикинь, я чуть золотой шар не получил. Какая же это вообще обезжиренная игра стала. Нету вот этого вот того, что ты должен просто идеально все сделать, чтобы пройти. А чё? А почему? А что я так вылетел-то непонятно как? Вот сейчас я ехал не на споке и, короче, накосорезил. Ладно, давай на споке поедем опять на расслабоне. Так, вот тут мы притормаживали. Не буду. А надо было. Понятно. Так, скорость 160 километров в час. Ну да, наверное, на 160 никто не заходит так в повороты, как я. Ну, в принципе, вот тут я притормаживал. Не шибко сильно отстаем. Ты что так прошел-то медленно? Пауль! Давай еще раз. Сам себе удивляюсь, что сегодня я какой-то рассеянный с улицы бассейной, что ли. Давай, соберись, тряпка. Ну что ты газку-то не поддал? Я уж думал, дрифтануть сможем. Слушай, дай бог-то 6 пройти. Вчера так все по маслу как проходилось. Ну, пока идем хорошо. Вот тут надо правильно оттормозиться. Ну все, походу, золотой шар. Понятно. Звук такой любопытный у него, у этого Мерседеса. Ты смотри, пол лимона денег, а? Это не нормально же. Пол лимона. Вот секретная машина стоила пол лимона. Special. Слушай, а что вспомнил Special? Vigilant 8 такая игруха была. Шикарнейшая. Вот ремейк бы Vigilant 8 сделали. Было бы вообще неплохо. Я поиграл с удовольствием по сетке нормально. Там человек на 6, на 8 сразу. Так, это что, та же? А, нет, это в другой части трасса. Тут, походу, тормозить не надо особо. Ага, не надо. Вот этот поворот очень интересный. То есть, это серебряный конус со штрафом. И еще бы я бы пролетел вот сейчас нормально прямо, мне бы золотой дали. Ну-ка, давай попробуем с лайфхаком. Так, давай я тормозить не буду. Поворот такой любопытный. Очень любопытный поворот в конце. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че, прикалываетесь, что ли? Разбил машину, но на тебе золотой шар. Ну ладно, пойдет. Я молчу про старую Гран-туризмо, а то я могу каждую гонку, каждый заезд про нее говорить. Там чуть на траву выехал, фейл, все не сдал. Чуть больше на полмашины на траву заехал, все не сдал. Чуть шоркнул стену, все не сдал.
А тут вообще ломай машину, пролетай сквозь траву. Найди золотой шар. Так, это что у нас такое? Заправьтесь на питлейне и доехать до... Заправиться на питлейне и доехать до цели. Так, вот это серьезно, какие-то съезды начались. Так, давай, нам надо не проехать. У нас бензин кончается, да? Это он? Давай, давай, заправляй. Ну вот, столько залью. Погнали. Че, мне хватит полбака-то доехать, наверное? Так, ребятушки. Так, там что, крутой поворот? Так, я еду на втором месте. А, вот эту красную нечисть обогнать. Так, дружище, тут есть воздушный карман? А, это Феррари. Да шо ж твою ж мать, ты мне мешаешь что-то так на дороге тут. Что это за Феррари, который Ауди обогнать не может? Ребята, кто обычно покупает Феррари, ну как я, не покупайте. Ауди ее делает. Че, у меня керосина-то хватает? Да, на месте. Блин, на экспертов включать. Вот эти мне конусы вообще не нравятся. Ладно, вроде успел на трассу выехать. Че же я так вылетел-то, как чайник? Че, еще раз машину заправлять? Так, я не понял, я мало залил, что ли, керосина? У меня вроде хватило до финиша. Все, золотой шар, все нормально. Давай, погнали дальше. Ну, что-то не понял только, ни время, ничего не написано. У нас же вроде гонки, как вроде время надо писать. Ну давай 39-ю погнали. Так, получить преимущество, уменьшив объем до заправки. Объем до заправки уменьшить. Это как? Видео, что ли, поставить? Получить преимущество, уменьшив объем до заправки. Так я сейчас вроде уменьшил, я не стал заправлять полностью машину. Он там сказал на 0,6. Я такой смотрю, там полбака, я думаю, хватит на один круг-то. Научитесь планировать пит-стоп с учетом оставшегося количества кругов. В этом упражнении до финиша всего 3 круга, так что ваши соперники будут один за другим заезжать в боксы для заправки. Это дает вам шанс быстро улучшить позицию, чтобы выиграть время на пит-стопе и за счет этого вырваться вперед, уменьшить объем до заправки до минимально необходимого. Ну, все, понял. Так, у меня есть почти четверть бака. Так, четверть бака уже превращается в 1/8. Так, получается четверть бака на один круг. Ну это что вообще, это что за расход такой топлива? Давай, уйди с дороги. $0,9 КР мне на топливо. Ну давай, поехали, заедем. Давай, шины жесткие, давай, заправляй. А, 0,7 кругов, о, все понятно. Мне на 2 круга еще надо. Все, прервать заправку, погнали. Теперь все понятно стало.
Так, а я какой еду? 4-й. А те, может, еще в пит-стопы не заезжали. Надо всех обгонять. Давай, ходу, ходу, ходу. Так, пит-стоп, главное, не заруливай. Ага, вот первая уже позиция. А у меня уже все заправлено. Давайте, ребята, отдыхайте. Да. Вот опять это 1/8 бака мне как раз хватило до финиша. Так, мощный поворот. Тут же все оттормаживаются. Ну давай, в темпе, в темпе. Топливо на 1 круг осталось. Все, у меня. Я приехал. Куда мне еще топливо? Ну чё, отлично, я думаю. Да, наверное, все-таки я распилю эти еще соревнования на несколько частей. Вот 40 ракет сегодня пройдем, а в следующий раз пройдем 48-й финал. Так, а тут что надо изменить параметр характеристика расхода топлива. Ага. Постарайтесь продержаться, нажимая так. При котором соперники не смогут вас догнать, пока вы финишируете. Короче, экономично надо, чтобы мы ехали. И в то же время быстро. А если топливо меньше льется, значит и мощность падает. Бак почти пусто, однако пит-стоп будет стоить вам победы. Измените параметр характеристика топлива на многофункциональном дисплее и постарайтесь продержаться до конца гонки. Нажимая кнопки направления, выберите такое значение характеристика расхода топлива, при котором соперники не смогут вас догнать. Да, короче, понял. Давай, лидируем. Лидируем мы. Я не вижу, что я лидирую. Так, расход топлива. Радар. Сервис. ФСБ. Тормоз. Ага, вот. Расход топлива. Это что, мне сейчас на минималках ехать? Да уйди с дороги. Так, ладно, я не буду газовать. Экономия, мощность. Так, погоди, я не могу еще сообразить, как поставить на экономию-то. А, вот. Давай, полностью экономия. Ну, давай на 5 поедем. Почти предэкономный режим. Ну, чтобы я догнать-то хоть пацанов мог. Сразу чувствуется, не тянет это корыто на экономном режиме. Слушай, а блин, не тянет и все. За счет техники прохождения поворотов только их делать. Ага, вон такие уроды сейчас тормозить будут, как потерпевшие. Вот смотри, а, не хватает мощности. Давай-ка я-то добавлю мощей. Ага, давай, отдыхай. Так, вот главное, чтобы бензин не закончился.
Ну, вроде там что-то в баке еще есть. Бензин-то кончается. Бензин кончился. Давай, подгоняй меня. Ну быстрее, быстрее. Ха-ха, красавелла. Машину только все помял мне. Не, ну прикинь, я, короче, поздно переключился. Надо было сразу переключиться. Бензин у меня кончился. Ладно, дружище, помог. Помог дотолкать до финиша человека без бензина. Короче, читерская у нас сегодня серия получилась. 2 раза считерили. Ладно, в следующий раз будем посерьезнее относиться к этим гонкам. Но все-таки весело получилось. Он дотолкал меня до финиша по-братски. Так, ладно, давай посмотрим, что там в чемодане лежит. Вы получили машину в подарок. Давай, показывай. Что за автомобиль? Ой, ламбу дали. Ламбу, что ли, да? Красивенькая такая ламба. Ламба ураган. Как Харри Кейн прямо из Тоттенхэма. Вот цвет, конечно, вот этот противный, желтый. Вот. Вообще ненормально. Ладно, фотосъемка. Давай-ка выйдем в менюшку. Там же по-любому что-то дадут еще. За повышение уровня. Вот, аркадная трасса Брэнд Хейдж открылась. Ну и все, собственно. Ну, значит и все. На данный момент мы заканчиваем 3-ю серию. Автошколы, Гран-туризма. Дальше больше. С вами был Павлик. Всем пока. Подписывайтесь на канал, смотрим видяшки. До скорых встреч.